Давайте разберемся, как правильно говорить с искусственным интеллектом, причем по инструкции от тех, кто его и создал. Но знакомая ситуация, правда? Задаешь нейросети вопрос, а в ответ получаешь какую-то ерунду, которая вообще не помогает. Такое чувство, будто ИИ тебя просто не слышит. Но вот в чем загвоздка. Проблема чаще всего не в нем, а в том, как мы спрашиваем. Вот посмотрите на этот пример. Слева такой, знаете, расплывчатый запрос. Проанализируй отчет, выдели главное. Ну и что мы получаем? Стену текста, в которой ничего не разберешь. А теперь посмотрим направо. Запрос четкий, с конкретными указаниями. И результат — совсем другое дело. Все по полочкам, все понятно и полезно. Разница, ну просто небо и земля. И вот сегодня мы как раз разберемся, как всегда получать результат, как тот, что справа. И все это начинается с одного, но, пожалуй, с самого главного принципа. Сами разработчики ИИ называют его «золотым правилом промптов». Тут есть одна очень крутая аналогия от компании Anthropic, создателей Claude. Они говорят, представьте, что ИИ — это гениальный стажер, но с полной амнезией. То есть он невероятно умный, все схватывает на лету, но у него нет абсолютно никакого бэкграунда. Он не знает, над чем вы работаете, для кого вы это делаете, какой стиль вам нужен. Вообще ничего. Весь этот контекст ему нужно дать прямым текстом. Вот просто отличный пример. Говорим: напиши маркетинговое письмо. Получаем, что-то очень шаблонное и безликое. А теперь смотрите. Добавляем всего несколько деталей. Для кого это письмо? Какие 3 фишки продукта выделить? Какой тон общения? К чему призываем в конце? И бац, ответ превращается в реально мощный инструмент, который можно брать и сразу отправлять клиентам. Идем дальше. Следующая мощная техника — это перестать видеть в ИИ просто бездушную программу. Ему нужно дать роль, сказать, кем ему быть. Просто начните свой запрос с фразы «вы». Например, «Вы опытный финансовый консультант». И все. Это как щелчок переключателя. Модель тут же настраивается на нужный лад. Подбирает правильный тон, использует профессиональную лексику, думает как эксперт. Она больше не просто чат-бот, а специалист в той области, которая вам нужна. И эта техника, она же супергибкая. ИИ может стать кем угодно. Хотите, он эксперт-шеф-повар, который придумает ужин из того, что есть в холодильнике. Или опытный турагент, который спланирует идеальный отпуск. Да хоть терпеливый репетитор по математике. Главное правило простое. Чем точнее вы зададите роль, тем лучше будет результат. Но знаете, как говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так вот, с искусственным интеллектом это работает на все 100. В профессиональной среде это называют few-shot prompting, но по-простому это просто предоставление примеров. Особенно хорошо это видно на примере анализа клиентских отзывов. Без примера модель просто вываливает какое-то общее описание, такое, знаете, воду. Но стоит добавить всего 1 пример того, что мы хотим получить на выходе. Вот категория, вот оценка, вот приоритет, и ИИ мгновенно все понимает. Он начинает работать точно по вашему шаблону. Очень удобно. Так, а что делать, если запрос сложный? Когда у вас там куча текста, а потом еще и длинный список инструкций. Тут на помощь приходит структура. Это как расставить заголовки и абзацы в большом документе. Помогает и вам, и модели не запутаться. И вот тут есть простой, но очень мощный прием, который рекомендуют почти все, и Anthropic, и Mistral, и Amazon. Это использование специальных тегов. Например, вы можете обернуть весь свой текст в тег «Document», а саму инструкцию в тег «Instructions». Так вы четко говорите модели. Вот это данные, а вот это то, что нужно сделать. Для нее это как дорожные знаки, помогают не сбиться с пути. А теперь фишка для продвинутых. Если у вас по-настоящему сложная задача, которая требует не просто ответа, а рассуждений, анализа, можно попросить ИИ сделать кое-что необычное. Можно попросить его сначала подумать и только потом давать ответ. И вот это просто поразительно, насколько это меняет дело. Посмотрите, слева обычный довольно поверхностный совет, а справа мы добавили всего одну простую фразу «думай шаг за шагом». И что происходит? ИИ начинает вести себя как настоящий аналитик. Он раскладывает задачу на этапы, считает доходность, оценивает риски и только потом выдает взвешенный аргументированный совет. Качество ответа взлетает просто до небес. И что еще круче? Модель часто сама показывает ход своих мыслей. Она как бы думает вслух, заключая свои рассуждения в специальные теги «thinking». Это же просто супер возможность заглянуть ей под капот и понять, как она пришла к тому или иному выводу. А если вдруг в финальном ответе есть ошибка, можно легко найти, где именно в логической цепочке произошел сбой.
Ну что ж, давайте теперь все это подытожим и соберем в одну простую и понятную шпаргалку. Итак, вот 5 ключевых правил. Первое. Будьте четкими, давайте максимум деталей и контекста, как тому самому стажеру. Второе. Назначайте роль, чтобы задать нужный тон. Третье. Не рассказывайте, а показывайте, давайте примеры. Четвертое. Структурируйте сложные запросы. И пятое. Для самых заковыристых задач просто скажите ему «думай шаг за шагом». Вот эти 5 приемов, которые советуют сами создатели нейросетей, это ваш ключ к тому, чтобы получать от ИИ именно то, что вам нужно.